Это был обычный вечер в Нью-Йорке. Улицы гудели от грохота такси, гудков клаксонов и нескончаемого потока пешеходов, спешащих по своим делам. Этан Картер, предприниматель, только что вышел из одного из самых престижных ресторанов. Его стартап, основанный всего 3 года назад, недавно получил оценку в $1 миллиард, и весь город знал его имя. Этан был на пике успеха. Деловые СМИ называли его новым лицом финансовых технологий. Он спустился по ступеням к своему новенькому электромобилю. Этан уже потянулся за ключами, как вдруг заметил, что в нескольких метрах от него стоит неопрятный мужчина в поношенной куртке и с грязными руками. Лицо мужчины было исчерчено морщинами, волосы спутаны. И неожиданно он выкрикнул громким резким голосом: «Не садись за руль! Тормоза отключены!» Этан вздрогнул и резко обернулся. Первым порывом было проигнорировать слова, мало ли что выкрикивают сумасшедшие на улицах большого города. Но в интонации этого мужчины не было ни бреда, ни мольбы. Его голос звучал уверенно, почти профессионально. Этан замер у дверцы машины, и тревожное предчувствие сковало его мысли. Вместо того, чтобы сесть за руль, он достал телефон и вызвал эвакуатор. Час спустя автомобиль доставили на станцию технического обслуживания. Инженер, проверив тормозную систему, побледнел. Электронный модуль действительно был отключен. Кто-то умышленно вмешался в программное обеспечение машины. Это была не случайность, это была тщательно подготовленная попытка убийства, замаскированная под аварию. Этой же ночью началось расследование. Выяснилось, что к диверсии причастен бывший деловой партнер Этана, Майкл Дэвис. Год назад его уволили после громкого конфликта и попытки незаконно вывести средства из компании. Майкл рассчитывал, что гибель Этана вернет ему возможность вновь завладеть проектом. Через 3 дня Этан снова приехал на то место, где его остановил странный мужчина. Он нашел его неподалеку от того же квартала. Мужчину звали Сэмюэл Рид. Когда-то Сэмюэл был талантливым автомехаником и работал в сервисе, специализировавшемся на новых электромобилях. Но тяжелая зависимость от наркотиков разрушила его жизнь. Он потерял работу, семью и, в конце концов, оказался на улице. Этан не только поблагодарил его за спасение. Он оплатил Сэмюэлу жилье, помог пройти курс реабилитации, а позже предложил работу в собственной компании в отделе безопасности транспорта. История о невероятной встрече быстро разлетелась по американским СМИ. Жизнь одного человека была спасена, но вместе с этим изменилась судьба тысяч других. Все началось с одного крика на шумной Нью-Йоркской улице, который мог показаться бредом, но стал судьбоносным поворотом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.